Здравствуйте! Сегодняшний разбор, нумерологический разбор даты рождения мы делаем для даты 13 сентября 1985 года. Давайте посмотрим, что же эта дата в себе несет для этого человека, который родился, соответственно, такого числа. Ну, прежде всего, вспоминаем о том, что это человек, который 13.09, это человек знака Дева, верно? И у него соответствие с младшими арканами, соответственно, это девушка, соответствие с десяткой пентаклей. Десяткой пентаклей. Из ведущих арканов, которые соответствуют этой дате рождения, соответственно, есть 13, 9. И вот по-разному могут считать. Я считаю, что один, соответственно, из этих чисел. Что это означает? Это означает карта смерть, отшельник и маг. На чем мы можем остановиться прежде всего? Вот давайте посмотрим на эту десятку пентаклей. Что собой десятка пентаклей представляет в разных колодах? Я ее для наглядности изображаю непосредственно вот так вот в виде карт, чтобы вам было понятнее. Вот десятка пентаклей. Красивая, красочная, такая яркая десятка пентаклей в Таро иллюминатов, которая представляет собой здесь такое счастливое семейство, соответственно, да, в окружении монеток. Они все, то есть это все, что говорит о финансовой стабильности, о семейном благополучии, на который нацелен этот человек. То есть люди, рожденные вот этого числа, да, именно с этим годом этот человек, да, но мы смотрим сейчас на 13.09 как таковую дату, которую очень многих дев 13.09 день рождения. Но, собственно, да, вот эта карта, она символизирует их стремление к финансовой стабильности, и не только, именно к семейному благополучию, к тому, чтобы оставить какой-то прочный фундамент после себя, чтобы оставить какое-то наследие. То есть этот аркан, он показывает достижение каких-то долгосрочных целей, достижение каких-то важных таких вот результатов своей жизни, когда они приходят к изобилию, гармонии в доме, и когда их многолетний труд, многолетняя работа приносит плоды, приносит хорошие результаты. То есть это все, что показывает стремление такого человека к богатству, к процветанию, к, может быть, поддержке своей семьи или рода, возможно, к созданию семейного бизнеса даже или покупке недвижимости. То есть это, собственно, вот такое вот основное ключевое зерно, которое есть у людей вот именно такого числа, такой даты. И именно у этой девушки, которую мы сейчас с вами рассматриваем. А это день рождения девушки, насколько я понимаю, из сообщения, из которого эта дата, да, есть. Собственно, кроме того, можно говорить о том, что эта девушка, она, по крайней мере, стремится или стремилась, да, создать крепкий брак, надежный брак, потому что она нацелена на вот такие традиционные ценности, когда есть семья, есть дети, есть вот какое-то продолжение рода, да, то есть вот здесь могут быть такие вещи, да, в перевернутом значении, то есть в негативе, здесь может быть как брак по расчету или какой-то кризис в семье, но мы говорим о прямом положении, мы говорим о вот прямом положении как таковом, как о стремлении, да, к чему человек стремится, хочет, вот как высшей точки его достижения. Здесь в работе мы можем говорить о том, что человек стремится к какой-то вот выгодной работе, которая будет приносить хорошие деньги, получать прибыль, да, то есть это какая-то стабильная, хорошая работа, соответственно. Еще, кроме того, можно говорить о том, что вот этому числу, то есть именно 13.09, соответствует, кроме всего прочего, я сейчас эти карты убираю, чтобы они нам не мешали, кроме всего прочего, соответствуют еще и такие арканы, как, несмотря на то, что это земной знак, я прекрасно себе отдаю в этом отчет, я это понимаю, да, но кроме того, ей соответствует еще королева мечей, которая показывает такую стратегию, расчет, умение строить планы, умение быть очень-очень
амбициозными и реализовывать свои амбиции, да, какие-то карьеристки такие вот могут быть по этому числу, по этой дате. Люди, которые говорят прямо то, что думают, которые очень такие в своих суждениях могут быть категоричные достаточно, да, то есть вот будет так, я считаю, так правильно, соответственно, так сделаем, да, то есть вот она, королева мечей в своем проявлении. Кроме того, я понимаю, опять-таки, да, вы земной знак, но кроме того, присутствуют здесь еще и энергии принцессы жезлов и туза жезлов. Почему именно эти карты? Да? То есть в зодиакальном круге, когда мы смотрим на вот этом круге, да, соответственно, с знаками зодиака, у девы этого числа есть еще сектор, который содержит, соответственно, вот эти вот арканы. То есть королева мечей, паж жезлов, туз жезлов. То есть это, соответственно, вот те характеристики, которые в себе этот человек еще несет. То есть решительность по пажу жезлов, умение действовать быстро, смело в каких-то ситуациях. И по тузу жезлов умение быстро что-то новое начинать, загораться какой-то идеей и начинать ее реализовывать. То есть это умение начинать какие-то новые вещи, да, туз, начало, и такое огненное, пылкое начало. То есть если горите какой-то идеей, то достаточно быстро и решительно делаете шаги для того, чтобы ее достигать. И по королеве мечей очень и очень четко выстраиваете свою стратегию, то есть как вам нужно добиться результата, и результат какой хотите, десятку пентаклей, соответственно. Давайте посмотрим, что еще здесь есть, какие, соответственно, здесь есть еще у нас вещи по этой дате рождения. Следующее, что я бы хотела сделать, на чем бы хотела остановиться, это еще вот эти вот карты, соответственно, да, мы когда смотрим на 13-й, 9-й аркан, отшельник, карта смерть, то первое, опять-таки, что здесь есть в этих числах. По карте смерть можно говорить о том, что, несмотря на то, что она такая страшная, да, это карта смерть, здесь такая мрачная, она показывает, что ваши персональные качества, собственно, по 13-му аркану, которые в вас заложены изначально, это умение решительно закрывать какие-то старые ситуации, ненужные, которые отживают себя, и смело открывать новые. То есть вы можете мыслить как-то по-деловому, вы не привязываетесь к каким-то формам конкретным, вы видите суть, вы быстро находите то, что именно работает, да, то, что тянет вниз, вы умело отсекаете, отказываетесь от этого. То есть вы такой хороший реформатор, вы умеете в каких-то антикризисных ситуациях хорошо себя, вернее, антикризисную стойкость такую проводить, то есть в кризисных ситуациях умело выдерживать, вы вот умеете быть максимально вот такими легкими в том, чтобы отпускать лишнее в делах, в отношениях, в каких-то контактах, да, то есть вы ориентируетесь на результат, вы ориентируетесь на то, чтобы что-то финализировать, то есть там в работе какой-то дедлайн, вот нужно завершить до этого числа работу, вот вы вот этот этап должны до такого-то числа вот закрыть, то есть вы ориентированы на результат. И вы принимаете очень четкие решения, чтобы закрыть какую-то задачу, чтобы ее не затягивать. И это очень тоже хорошо. То есть вы можете хорошо и легко даже работать, может быть, для того, чтобы довести, опять-таки, до конца какую-то работу и начать с чистого листа нечто новое. Вы умеете концентрироваться на деталях, поэтому карта отшельника, она, между прочим, всем соответствует сентябрьским. Умение концентрироваться на деталях, умение по отшельнику быть такими, знаете, человеком, который очень мудрый, который очень в работе очень опытный, скажем, да, то есть он набирает какие-то знания, опыт, со временем, соответственно, их апплицирует в свою работу, то есть карта отшельника, вот она об этом говорит. Давайте мы посмотрим дальше, что еще здесь есть. Собственно, у вас я обычно разбиваю дату рождения, разбиваю на периоды. И периоды, которые соответствуют здесь, вот такие жизненные этапы, скажем, через которые вы проходите, их всего, я всегда останавливаюсь на этом, их всего 4. Первый, второй, третий и четвертый. И вот мы с вами сейчас посмотрим первый период. Первый период он идет, я посчитала, до 27 лет ваших. Затем второй период будем писать, с 27 до 36 лет. Затем с 36 до 45 лет. И затем 45
лет и более, соответственно, да. Можно сказать, что в каждом из этих периодов действительно могут быть какие-то важные, значимые события, но из тех событий, которые я посчитала, вот так вот получается, что у вас какой-то важный, судьбоносный какой-то период происходит в 36 лет. Это 2021 год. Давайте посмотрим. 36 лет. Даже не знаю, это второй, третий период. Но вот где-то здесь, да, то есть 36 лет. Какой-то важный период, какое-то важное событие могло произойти, скорее всего, потому что это, да, это уже, я сейчас смотрю просто на выписанные даты, это уже произошло, то есть это 2021 год, да, то есть относительно недавно какое-то важное событие могло произойти, оно могло быть судьбоносным, каким-то значимым, ключевым для вас, и оно могло нести в себе какое-то важное для вас событие, которое повлияло на дальнейший ход событий, на дальнейшее развитие событий. Более того, я могу сказать, забегая вперед, что по этой дате выпадает вот в главном аркане года, выпадает Луна, выпадает Отшельник. То есть я даже не знаю, что это за событие, но оно какое-то как такие темные времена или что-то неточное, неясное, вызывающее много либо страхов, либо надежд, потому что неопределенное какое-то состояние могло быть в 36 лет, то есть какая-то вот такая вот путаница. И она могла привести к чему-то хорошему. Вот здесь вот солнышко такое светит на заднем фоне. А могло и не очень хорошему. Да? Но будем разбираться, что здесь могло происходить именно в 36 лет. То есть это 2021 год, соответственно. Опять-таки, забегая вперед, могу сказать, что после 2021 года у вас есть какой-то спад в графике жизненном, да, который я, собственно, построю, я вам покажу. То есть там прям спад идет. То есть здесь какое-то событие могло произойти в 36 лет, которое, ну, возможно, отразилось как-то, ну, не очень позитивно, я не знаю, вот там Отшельник тоже есть, да, может быть, не очень позитивно в каких-то моментах и заставило пойти на спад. Может быть, знаете, у многих даже и, я кому-то делала тоже разборы, и по Луне и беременность выпадала, да, Отшельник тоже как уход в декрет, тоже может быть, но не знаю, то есть это тоже как ведет к спаду общей активности, там в работе, в делах, может быть и такое, но вот карта Луна там точно присутствует, будем разбираться, почему она там, уже там детальнее разберем, посмотрим, соответственно, дальше. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас может быть. Что еще у вас здесь может быть? Так, давайте посмотрим. Я сейчас просто открываю параллельно здесь эти записи, которые у меня есть. И смотрим, что мы дальше делаем. Дальше мы давайте с вами посмотрим на карты кармы, карты судьбы, которые я обычно рисую в виде такого вот графика. Сейчас мы с вами тоже это сделаем. Смотрите, здесь вот представим себе, что это линия жизни. Да? То есть начиная с 1985 года, то есть года рождения, и мы, соответственно, разбиваем ее на периоды. Периоды я посчитала из тех вот периодов жизненных циклов, которые мы уже с вами сейчас написали. Это, соответственно, 2012 год, так? Затем 2021 год, так, и давайте здесь еще, может быть, вместим 2030 год. То есть, что можно сказать по этим периодам и что я обычно рассказываю по этим периодам, да, можно говорить о том, что есть какие-то события, которые происходят у вас в плюсе, то есть это нечто заложенное в вашей жизни как судьбоносная программа, через которую вы проходите, какие-то важные плюсовые моменты, плюсовые события, то есть вот я напишу плюс, это то, что изначально должно бы проиграться в плюсе у вас, а есть события, кармические, негативные опыты из прошлого, которые вы в себе тоже несете и тянете за собой, они даются вам в минусе, но ваша задача их вытянуть в плюс, то есть поднять их наверх максимально. То есть это задача души, задача там, вашего рода, да, то есть вытянуть ситуацию вверх, вытянуть ее к улучшению, к какому-то
увеличению, да, этой энергии, соответственно, амплитуды, с которой вы проживаете этот период именно в этом аркане Таро. И вот эти периоды, которые здесь есть, с 85 по 2012, да, соответственно, это вот они, то есть до 27 лет, я посчитала, это 2012 год, это логично, потом с 2012 по 2021 это до 36 лет, то есть это второй период. Третий с 36 до 45 лет, и потом с 45 и старше, это, соответственно, уже, ну, сколько вы там будете жить, вот будет соответствие вот этому аркану, который у нас там дальше остается. Что здесь у нас есть? У нас есть с 1985 по 2012 год, у нас есть, соответственно, вот здесь вот карта Шута. Давайте я ее вот так вот оставлю. Затем есть карта умеренности с 2012 по 2021, причем она продолжается из 2021 по 2030, то есть вот так вот она ложится. Я ее просто растяну, чтобы не брать из двух разных колод, не брать разные арканы, соответственно, не путать вас. Вот карта умеренность здесь. Затем с 2030 года у вас идет колесо фортуны, и это потрясающе, да, вот она, карта удачи, успеха, которая у вас дальше заложена в программе судьбы вашей. В кармических ситуациях, то есть в том, что тянет вас как бы вниз, заставляет периодически совершать ошибки, возможно, в каком-то негативе может у вас включаться в течение вашей жизни и, соответственно, тоже как негативный опыт нести. Это то, что вы тянете с прошлых воплощений. В первом периоде это карта императора. Затем во втором периоде, это с 2012 по 2021 год, это карта повешенного, вот она. И затем с 2021 по 2030 и дальше тоже карта правосудия, поэтому я ее положу вот так вот горизонтально, потому что, ну, она здесь выступает в нескольких периодах, и, собственно, не буду я ее отдельно как-то брать из другой колоды, опять-таки, чтобы вас не путать. Давайте посмотрим, что же здесь имеется в виду. Вот первый период, то есть с 1985 по 2012 год, то есть вот этот первый, скажем, этап вашей жизни, который знаменует период до 27 лет. Это, соответственно, период, когда у вас в плюсе давался шут. В плюсе давался шут. А шут в плюсе означает, этот нулевой или 22-й аркан, означает, что вы знаете, как будто бы в такой прям юности до 27 лет были такие очень легкие, вы проявляли лидерские качества, вы могли быть таким первопроходцем, да, человеком, который легко шагает в неизвестное, в новое, который очень хорошим воображением обладает, который очень такой вот зажигательный, да, то есть не унывает, воспринимает все как игру человек. Вот такие вот качества могли быть вот прям вот в таком молодом возрасте. То есть все делали как бы играючи, делали с легкостью, и очень легкие были в целом, очень оптимистичные. Да и сейчас, может быть, да, я говорю, были, просто имеется в виду вот этот вот этап именно до 27 лет, вот прям такая легкость, детскость, какая-то воздушность, умение легко шагать во все новое. Знаете, как дети, когда бегут, не боятся упасть. Когда упадут, поплачут, побежали дальше. Вот то же самое какое-то, знаете, как могло быть у вас проживание этого периода, то есть с легкостью открывали новые двери, с легкостью заводили новых друзей, с легкостью там начинали какую-то новую работу, с легкостью начинали какое-то новое обучение, да, то есть легко могли куда-то переехать, потому что вот он с котомкой за плечами, вот легко могли взять это и сделать, то есть вот как-то вот легко вам это было. В минусе, если мы говорим, потому что эту карту можно, вот она дается изначально в плюсе, как бы, да, она дается в плюсе, но если ее проживать негативно, то есть можно уходить в минус по этой карте, а в минус вы, если уходили, то вы могли проживать период этот очень инфантильно, то есть уходя в такое детское состояние, не воспринимая жизнь или ситуации всерьез, вот как-то много ошибаясь, допустим, тоже такой вариант мог быть, если в минусе. Возможно, здесь могли быть даже какие-то необдуманные или рискованные поступки, если в минусе этот аркан проживался, да, то есть если вот так перевернем его, то есть если не было каких-то планов, не было нормальной реализации этих планов, да, соответственно, и совершались ошибки и какие-то необдуманные вещи. Такое могло бы быть. Дальше идет карта императора у вас тоже в этом вот периоде с 85
1985 по 2012 до 27 лет. Соответственно, это карта императора. Император — это карта, которая у вас выпадает здесь в карму, да, то есть в какое-то из прошлого воплощения состояние ошибок именно по императору, показывающие в минусе, да, то есть то, что может проявляться здесь в этом периоде, мог быть какой-то жесткий чересчур подход к вещам. И вот здесь вот видите, такая вот как противовес такой идет. Есть шут, который легкий на подъем, который очень такой весь беззаботный, скажем, да, очень, очень легкий, очень открытый людям, миру, всему. А есть император, стратег, планировщик, такой человек, который пытается все как-то вот сложить в определенный порядок, чтобы ничего из виду не упускать. Такое планирование проводит постоянно в своей жизни, пытается окружающими как-то управлять, пытается быть таким очень рассудительным, очень логичным, ориентированным на власть, на карьеру, на статус. То есть он дается, и в принципе, да, даже несмотря на то, что он дается здесь как бы в карме, да, то есть изначально он показывает, что минусов больше этого императора у вас, чем плюсов. То есть здесь от императора больше минусов в виде какой-то чрезмерной жесткости и планирования, чем плюсов. Но вам нужно вытянуть вот качество императора позитивное до 27 лет, нужно было вытянуть в плюс. То есть больше рассудительности, больше логики, больше какого-то вот ориентирования на карьеру, на власть, на статус, опять-таки на справедливость, на вот, знаете, как бы на понимание того, что вы сами творите свою судьбу. То есть вот эта вся сила характера и духа, умение быть лидером, умение быть профессионалом своего дела, вот это то, что должно бы было здесь у вас быть главным, и до 27 лет оно должно было бы давать о себе, как бы знать, то есть по императору, это те качества, на которые вы должны бы были ориентированы быть. И при этом карта шута — не совершать ошибок глупых, да, то есть планировать, быть стратегом, быть хозяином своей жизни, но при этом шагать легко в новое, новые какие-то дела начинать, новые знакомства начинать, новую работу начинать, да, то есть легко это делать, не быть зацикленными на чем-то вот конкретном. Кстати, у вас же там еще карта была не просто на конкретном чем-то, да, а на чем-то, что вам неудобно, невыгодно или не подходит. У вас же есть в ваших арканах ведущих есть карта смерти. То есть если вам что-то не подходит, вы могли просто уйти, там, не знаю, оставить, вот не подходит какая-то там учеба, да, ну оставили, пошли в другой университет. Не подходит эта работа, да, не бояться взять ответственность за свою жизнь, а с легкостью взять, шагнуть в новое, то есть уйти от старого, от чего-то, что вам не подходило, уйти в новое. То есть вот она карта смерти, умение уходить от того, что вам не подходит, от того, что вот как-то, да, не подходит вам по реализации ваших целей, но при этом проявляя качество вот этого императора. То есть вот такой противовес, скажем, да, плюса и минуса, но вам нужно было здесь найти такой золотой баланс, который для вас был важен в этот период. Дальше с 2012 по 2021 и по 30, соответственно, здесь у вас карта умеренность. Я специально высчитываю эти арканы, это не просто вот я их так вот лишь бы, да, взяла. То есть карта умеренность здесь, она не просто так, именно вот этот период, то есть 2012 года, а это получается с 27 лет до 45, то есть и сейчас этот период тоже у вас продолжается. Можно говорить, что по карте умеренность вам в плюсе даются качество вот этого аркана, то есть аркана умеренность, а это все, что касается гармонии, терпимости в отношении к другим людям, какой-то доброты, толерантности и готовности помогать. То есть вам нужно в плюсе проявлять эти качества, вам нужно быть максимально, стараться быть спокойными, максимально уравновешенными, такими дипломатичными, объективными. Вспоминаем снова-таки, у вас есть качество такое дипломатии, скажем, и умение как-то правильно свои мысли выражать. Я говорила, вы не земной знак, но вот это качество воздушного знака, умение говорить, умение четко видеть ситуацию, быть прозорливыми, внимательными, говорить четко свою правду, вот она есть у вас, она заложена в этой королеве мечей, которую вы тоже в себе несете, исходя из 13.09
числа вашего рождения. И по карте умеренность вам нужно, вот как, знаете, обладать такими качествами здесь в плюсе, соответственно, да, как усидчивость, точность, какая-то расчетливость, скрупулезность. Они у вас тоже есть, потому что у вас есть отшельник, который у вас тоже есть в арканах вашей даты рождения, потому что вы сентябрьский, а сентябрь — это 9-й аркан, соответственно, он у вас есть. То есть у вас есть эта усидчивость. Если до 27 лет мог быть какой-то такой вот период детскости, да, то здесь у вас больше уже серьезности, больше какого-то тщательного, скрупулезного подхода к делу, терпеливости, аккуратности. Вот здесь вот умение как-то, да, проявлять какое-то, знаете, умение находить компромиссы, возможно, в общении с окружающими людьми. Но при этом здесь же, если вы уходите в минус, потому что такое может быть, вы можете не в плюсе, а в минусе проявлять эти качества, то в минусе по умеренности может быть неуравновешенность. Может быть, наоборот, быть, знаете, как тревожность, беспокойство из-за хаоса, каких-то поисков постоянных гармонии, равновесия. Вот постоянный этот поиск может показывать какое-то отсутствие объективизма или раздражительность, соответственно, в вас. То есть вот это отсутствие гармонии, отсутствие внешней или внутренней гармонии, оно может быть, и, соответственно, какой-то пессимизм из-за этого, если вы проживаете в негативе. Но изначально вам этот аркан дается в плюсе. То есть это как раз возможность здесь, вот в этом периоде, а он аж на 2 цикла растянут, быть более уравновешенными, более спокойными, более внимательными к людям, к окружающим вас, к событиям вокруг вас. При этом с 2012 по 2021 год у вас здесь есть в карме карта повешенный, а повешенный в минусе, если мы говорим, он может говорить о том, что вы можете либо находить в позиции жертвы себя в этот период, да, или можете проявлять какую-то чрезмерную жертвенность или нелюбовь к себе, вот знаете, как жертвовать там своим временем ради семьи, жертвовать своими силами там ради зарабатывания денег, да, то есть своим здоровьем. То есть вот какая-то вот такая вот здесь может быть в теневом аспекте апатичность, какие-то нехорошие вот такие вот вещи по повешенному, которые заставляют вас застрять в ситуации. То есть как будто бы жить ради кого-то или делать что-то, потому что вот так вот вас загнали в какую-то рамку, вот такую вот вынужденную. То есть вот по-другому нельзя, да, вот как необходимость делать или жить именно так. Но при этом у вас есть возможность в любом случае вот этот минус, который у вас есть изначально, это минус, да, вытягивать его в плюс. Чтобы тянуть его в плюс, а именно карту повешенного в плюс, вам нужно стараться максимально здесь быть опять-таки добрыми, сострадательными, милосердными к окружающим людям. То есть мы опять подтягиваемся к карте умеренность, которая тоже проявляет эти качества. То есть здесь нужно больше вот этого внутреннего богатства, да, и духовной силы, которая для вас в этот период важна. До 2021 года, так тем более, да, то есть вот это умение сострадать, умение быть дипломатичными, тактичными, умение по-другому смотреть на вещи как-то в каких-то ситуациях, если они нестандартные, непривычные в вашей жизни происходят, умение перевернуть все с ног на голову, поменять точку зрения в чем-то, возможно, найти компромисс, опять-таки, в общении с кем-то, умело посмотрев по-другому, да, или со стороны другого человека и оценив или поняв ситуацию, глядя со стороны другого человека, да, как бы его глазами, прийти к компромиссу, опять-таки договориться, потому что вы умеете как бы прочувствовать ситуацию или других людей. И дальше у вас с 2030, соответственно, года идет колесо фортуны, а с 21 и 30 и дальше, соответственно, карта правосудия. И вот здесь вот интересно пересекаются у вас здесь накладывается с 21 карта умеренность, а здесь с 21 по 30 идет карта правосудия. То есть если мы говорим о умеренности, то с 21 по 30 должен бы быть у вас, знаете, как такой проявленный в вашей жизни, то есть с 36 до 45 лет период, когда у вас должно быть больше баланса, гармонии, внимания к окружающим, да, такой человечности, и при этом по карте правосудия у вас она выпадает здесь в минусы, то есть она показывает, что в эти периоды могут возникать какие-то в минусе какие-то кармические ситуации, могут быть какие-то
возникать могут проблемы с работой или с документами, с каким-то оформлением документов, бумаг, договоров, которые могут привести к каким-то там неприятным ситуациям. Допустим, какие-то конфликты могут возникать достаточно часто, они в минусе здесь как будто бы даются с 21 по 30 год. То есть какие-то разногласия, которые могут приводить к такой эмоциональной возбудимости, обидчивости, когда вы можете обвинять окружающих, но вам этого делать не стоит, потому что у вас здесь есть умеренность. И она показывает, что вам нужно тянуться, расти в это состояние умеренности, да? Желание вырасти вот в такого человека здесь, несмотря на конфликты, в которые вас могут втягивать, или неприятности, которые здесь с вами происходят, допустим, какая-то несправедливость или что-то вот такое вот. Здесь нужно тянуться все-таки к человечности, к порядочности, к какой-то справедливости, да, и в отношении к окружающим тоже, соответственно. Может быть, знаете, здесь, то есть нужно вот эту карту правосудия стараться здесь выводить в плюс, будучи рассудительными, будучи логичными, рациональными, умело регулировать конфликты, если они возникают, опять-таки находить компромиссы, я уже говорила. То есть вот обладать таким чистым, ясным умом, чтобы понимать, как правильно, как справедливо будет. И вот, соответственно, да, вот эти качества здесь проявлять. И дальше у вас с 30-го года идет карта колесо фортуны в судьбе, то есть она дается у вас в плюсе, при этом в минусе еще продолжается карта справедливости. То есть, может быть, какая-то справедливость восторжествует, возможно, но колесо фортуны в целом оно показывает, кроме того, что это период каких-то успешных ситуаций, может быть, каких-то успешных встреч или в целом, да, вот такого позитива, легкости и уверенности в удаче и в успехе, которая здесь есть. Это карта движения, постоянного, да, движения, смены ситуации, но в лучшую сторону. То есть здесь можно говорить о том, что здесь вот, знаете, как хорошая такая вера в успех, в удачу, она, соответственно, тоже ведет к этой удаче, потому что вы как будто бы верите в себя, верите в свой успех, вы вот по колесу фортуны сталкиваетесь с какими-то удачными ситуациями, удачными людьми, удачными встречами. Да, и при этом по правосудию поступать, опять-таки, должны правомерно, правильно, и с моральной, и с юридической точки зрения. И в каких-то спорных ситуациях, если они у вас были, может быть, с 21 по 30, то с 30 года есть явное улучшение, то есть что-то начинает как будто бы идти в плюсе. Если до этого вы пытались, старались, делали над собой усилия, чтобы находить компромиссы, чтобы сохранять баланс, который здесь у вас есть сейчас, то начиная с 30-го в колесе фортуны это делается вам и дается намного легче. Давайте посмотрим следующее у нас, соответственно, что может быть. Это наш график такой жизни. Да? Давайте мы его расчертим. Я его обычно рисую в виде вот таких двух осей. Это ось X, ось Y, вот здесь вот у нас. Здесь у нас будет, соответственно, годы жизни. Здесь будет деление по на 9 делений. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и пусть будет здесь 9. А здесь мы начинаем с вашей даты рождения, то есть сейчас, секундочку. Начинаем с даты рождения, то есть 1985, правильно, год 1985. Затем у нас идет 1997. Сейчас, секундочку, я сверю, потому что я их выписала, эти даты, и да, 1997, потом 2009, соответственно, 2021, 2033, чтобы у меня поместилось просто это все дело. Так, 2045, 2057 и 2060, какой? 9. Ну, и будем считать дальше, просто, да, пока что остановимся на этом числе, это где-то 80 с чем-то лет, если будет дальше, то будем дальше говорить. В общем, 1985 год у вас
начинается с, я здесь нарисую вот с двоечки, да, начинается здесь у вас график, и дальше он до 97 года, соответственно, вырастает до пятерки. Я его так условно нарисую от руки, вот, до пятерки. Затем с 97 по 2009 год он у вас идет, поднимается еще выше, до девятки, вот она у вас. До девятки, я вот так ее здесь нарисую, здесь 9, здесь будет 5. Так, из 2009 года по 2021 год график немножечко опускается вот сюда. Вот здесь вот будет восьмерка. Затем с 2021 года, то есть с ваших 36 лет, о которых мы уже говорили, здесь какой-то вот, может быть, важный ключевой момент. С 36 лет до 48 лет, соответственно, до 33 года есть опущение графика до троечки. Вот он здесь вот. Вот она. Троечка. И затем с 33 года по 45 год, то есть до 60 лет, есть снова-таки подъем графика до шестерки. Затем с 45 года, то есть с 60 до 72 лет, то есть до 57 года, есть опущение снова-таки графика, не намного, до пятерочки, вот она здесь вот будет, пусть вот она, пятерка. И затем с 57 до 69 года еще больше график опускается вот до двоечки. Да. Теперь смотрим, что здесь есть у нас. У нас есть, кроме того, что вот это график, по сути, вашей жизни, да, это основные события, которые у вас происходят, вот они происходят здесь, то есть 2009-2021 года, соответственно, то есть вот этот вот период времени. Здесь можно говорить о каком-то максимальном раскрытии вашего потенциала, максимально каких-то важных для вас знаковых событиях, о вот максимально успешном периоде, возможно, для вас, или периоде раскрытия своих талантов, да, именно в этот период. Почему я здесь нарисовала с двойки, да, поднимаю отсюда, неважно. Следующий момент, кроме того, что у вас есть вот график основных ваших событий, есть еще проявление вас в этих событиях, что вы делаете, как вы себя ведете. И я его нарисую, этот график, соответственно, красным цветом, он так называется, да, графиком вашей воли, вашего проявления себя. Здесь тоже начинается он с двоечки. В 97 году он поднимается до шестерки, то есть несколько выше. Вот так вот, то есть можно сказать, что до 97-го больше проявления силы воли и характера было. Затем с 97 по 2009 есть опущение этого графика до единицы. Вот здесь вот. Так, до единицы. Затем с 2009 по 2021, соответственно, есть подъем этого графика до восьмерки. То есть она здесь совпадает. Потом с 2021 по 33 год, то есть по 48 лет ваших, здесь идет опущение графика до двоечки, то есть вот ниже, чем этот. Я от руки рисую, поэтому здесь, ну, они не совпадают, да, они идут отдельно. Затем с 2033 по 2045, то есть по 60 лет, здесь идет тоже вот этот графичек на единичке, вот на единичке, здесь на двоечке. И затем с 45 года по 57 он поднимается до пятерки, и здесь он пересекается. Здесь, соответственно, в 57 году, то есть точка пересечения у вас дальше с 57 по 69 год идет тоже вот здесь вот вместе с вот этим графиком, то есть тоже пересекается. Что здесь можно сказать, соответственно, по тому, что у нас есть? По этим графикам можно говорить о том, что в целом вот здесь вот проявление воли, да, проявление силы характера где-то до, не знаю, до 98-99 года, наверное, да, вот здесь вот мы напишем 1999. Я не знаю, как ключевая тоже важная дата какая-то, потому что здесь было пересечение, такой важный флажок поставим. То есть важное какое-то событие, которое могло быть в 99 году, соответственно, оно показывает, что вот здесь вот это пересечение графика, которое у вас имелось, между прочим, оно в 99 году, я не знаю, сколько это вам лет было, это было лет 13 или 14, наверное, да, но здесь хорошие события какие-то, потому что здесь...
здесь арканом, который выпадал, здесь вот был аркан влюбленные, был аркан солнца, то есть здесь какие-то позитивные, радостные события для вас, скорее всего, происходили, 99-й год, и они были, может быть, да, в какой-то плане тоже влияющими на судьбу, но достаточно позитивными, солнечными. Причем дальше у вас идет снижение по графику воли, то есть вам не приходится бороться за место под солнцем, скажем, да, то есть вам как будто бы сама судьба улыбается, подталкивает вас в нужные ситуации, в нужные какие-то обстоятельства. И вот здесь вот вы поднимаетесь до 2009 года, здесь больше преобладает вот именно как вот этот график судьбы, да, соответственно. И дальше вот он идет тоже как преобладающий, этот график судьбы преобладает над графиком воли практически всю жизнь. И вот здесь вот, да, есть пересечение с вот этим вот графиком, который у нас, да, важный в 2021 году, то есть что-то важное в 36 лет действительно происходит, 36 лет, когда идет снижение графика вниз, он падает, но тем не менее вы как будто бы не поддаетесь каким-то вот серьезным здесь таким вот проблемам, может быть, умело трансформируясь, потому что все-таки у вас есть карта смерти в арканах, да, то есть вы как будто бы умело здесь что-то отпускаете или умело что-то в своей жизни меняете до 2033 года, может быть, вынужденно от чего-то отказываетесь, что-то такое вот происходит в 2021 году, когда приходится какую-то ситуацию отпустить или есть какая-то неопределенность в происходящих событиях, собственно, и вам она мешает планировать там вашу жизнь или вашу работу или вот что-нибудь такое, да, или в ваших отношениях что-то такое происходит, что здесь много смутного, непонятного, неясного, но вот эта вся ситуация, она продолжается до 2033, а с 2033 идет подъем опять-таки этого графика до шестерки, до 45 года. То есть здесь как бы не так, чтобы что-то было очень-очень страшное, да, на самом деле. Хотя все равно основной какой-то вот такой вот ключевой для вас период, это период, вот он, вот этот вот период, который здесь у вас есть. С 99-го, я бы даже сказала, до, может быть, 2020-го, 2021-го, вот, то есть вот этого вот важного момента, который у вас здесь происходит. В 2021 году, если смотреть на пересечение вот этих вот графиков, то здесь я вот из тех цифр, которые я смотрела, из того, что я считала, соответственно, у вас была карта Иерофанта, то есть это карта по Иерофанту и еще отшельника почему-то, не знаю. То есть это карты, которые показывают в целом какие-то, возможно, события, где вы что-то пересматриваете в своем отношении к традиционному или к касающемуся семьи, касающемуся брака. То есть вот что-то такое, как по отшельнику, дополнительная мудрость или знание, которое вы здесь приобретаете, либо вы здесь по карте Иерофант здесь чему-то учить других людей можете по Иерофанту, то есть выступать в роли учителя. Но чаще все-таки Иерофант, вот в понимании бытовом, он выпадает у людей на вопрос каких-то семейных ситуаций, да, то есть на вопросы брака, взаимоотношений с супругом, супругой. То есть здесь могут быть какие-то важные события, связанные с вашей семьей, возможно, поэтому в 2021 году вот здесь какое-то знаковое событие. Затем в 2033 году, когда у вас здесь есть подъем графика, то здесь у вас ключевой идет карта правосудия. То есть вот здесь вот на подъеме с 2033 года, начиная, да, именно в 2033 году ключевым арканом будет правосудие, справедливость, которая торжествует, да, скорее всего, в вашу пользу что-то здесь происходит справедливое. И здесь есть в связи с этим справедливым, да, каким-то событием, соответственно, есть повышение, улучшение графика. Из 2057 здесь вот, там, где есть пересечение графиков, это, соответственно, там у вас идет аркан умеренности и баланса, гармонии, соответственно, о которых мы уже говорили. Это арканы, которые у вас в принципе-то выпадали, правильно, в кармическую и в судьбоносную линии. А давайте мы посмотрим еще сейчас с вами на такое интересное для меня, такую идею интересную, да. Я вчера, когда разбирала вот эти ваши даты, я подумала, почему бы не посмотреть для текущего года, соответственно, те арканы, в которых вы проживаете каждый месяц этого месяца, да, вернее, этого года, да, каждый месяц этого года. Вот давайте попробуем посмотрим. Я не знаю, правда, как я вам это сейчас попытаюсь изобразить, но тем не менее, вот давайте.
То есть вот у нас есть 2026 год сейчас, да, идет 2026 год, но 2026 год, персональный ваш год, он еще по сути не наступил, потому что вы родились 13.09. То есть 13.09 это сентябрь, который еще не наступил, потому что я сейчас говорю в июне, да, вещаю. Значит, соответственно, до сентября еще есть время. И вы сейчас проживаете, вы дева сентябрьская, вы проживаете вот тот период, который начался еще в 2025 году. То есть он начался у вас, да, период начала, начался он в 13.09.2025 года. То есть вы еще там вот, да, вы начали там свой персональный личный год, соответственно. И аркан, который соответствовал вот этому вот году, то есть 2025 году, именно в вашем числе, в вашей дате, это 13-й аркан. 13-й аркан — это аркан смерти, то есть аркан серьезных трансформаций, серьезных изменений, которые могут происходить у вас. Смена ваших взглядов на что-то или ситуация, где вы кого-то отпускаете, или что-то вот таким вот образом у вас кардинально может меняться. Но если смотреть опять-таки по месяцам, а мы смотрим месяц по датам, да, то есть мы учитываем, что вы все-таки 13-го родились, соответственно, начиная с 13.09 мы смотрим месяца, и вот с 13-го, я здесь вот так вот, наверное, напишу, 09 по... Давайте так, по 13-10, да, то есть по 13 октября у вас аркан, который идет ключевым и важным, то есть то, что было уже, это вы можете уже, в принципе, вспомнить, просто сопоставить с теми событиями, которые у вас были. Сейчас я просто его нахожу, да, вот он, это аркан Шут. То есть вот здесь вот я напишу вот так вот стрелочку, да, то есть вот это у нас даты, а здесь вот стрелка, к чему все идет, что это за, чему он соответствует, да, этот период. Он соответствует именно с 13.09 по 13.10 карте Шута, то есть это как новое начало. Это как новый какой-то вот период жизни, и это логично, потому что это ваш день рождения. Да, есть такой так называемый путь дурака, путь шута, когда начинается у вас путь, период вашей жизни, соответственно, здесь начиная с дня рождения. Не у всех это у вас так совпало, что у вас здесь шут. Не у всех начало года жизни, но совпадает с шутом. У кого-то он начинается вообще там с середины арканов, там с умеренности, с правосудия, там с чего угодно дальше, да, то есть, ну, с колеса фортуны, по-разному может быть, но у вас начался он именно с нулевого аркана, то есть именно с карты Шута. И он показывает вот это вот новое начало, открытость новому, готовность что-то начать по-новому делать, то есть готовность шагать в неизвестное, готовность вот в целом здесь каким-то новым открытием, событием, такая ваша легкость, ваша открытость, ваша динамичность, ваша легкость на подъем, которая здесь могла быть. Может быть, какая-то поездка у вас здесь была, знаете, когда вы куда-то ехали, отправлялись в дорогу. Может быть, вы в чем-то были очень любознательны, как новые для себя дороги открывали, что-то новое для себя познавали. Может быть, здесь была какая-то неопределенность, как, знаете, в этой карте Шута, когда он шагает в неизвестное, он не знает, оступится он дальше или пойдет, то есть он не знает, что там его за этим обрывом ожидает. То есть, да, здесь действительно вот такое начало у вас. Затем у вас с... каким я цветом писала? Да, затем, начиная с 13.10 по 13-11, соответственно, да, вот этот период, у вас идет уже следующая карта, а он идет вот так вот, как он идет, этот путь, да, соответственно, как идет этот шут свою дорогу. Дальше идет первый аркан. Первый аркан — это карта алхимика. Алхимик — это, по сути, вот этот период с 13.10 по 13.11, это период, когда вот вы прям максимально были активными, какими-то энергичными, вдохновленными, важными идеями, когда вы их хотели воплощать в жизнь, когда вы идею брали, да, из головы и хотели ее воплотить в жизнь, то есть сделать нечто своими руками, сделать что-то по алхимику, там, не знаю, какой-то проект могли начать, могли здесь быть вдохновлены просто каким-то там хобби или что-то вот хотели делать руками.
Или когда вы очень четко и ясно понимали, как вы можете реализовать там свои желания, какие действия вам для этого нужно сделать. Потому что маг, волшебник — это человек, у которого есть много ресурсов, он понимает, что у него есть все инструменты для того, чтобы достичь желаемого, и он это, соответственно, делает и достигает. Вот она, карта алхимика. Затем с 13.11 по 13.12, да, у вас здесь идет следующая карта. Следующая карта — это карта уже второго аркана, это карта Верховная Жрица. И Верховная Жрица, она показывает, что вот в этот период, то есть середина ноября, середина декабря, здесь больше какой-то вот такой гармонии, мудрости, может быть, каких-то секретов и тайн, которые здесь давали о себе знать, или вы что-то не договаривали окружающим, что-то держали в тайне, или здесь вы очень сильно прислушивались к своей интуиции, возможно, то есть максимально интуитивны были, может быть, принимали решения, основываясь на своей интуиции, то есть вот какие-то такие вещи могли быть здесь. Затем с 13.12 по уже, соответственно, 13.01, да, потому что там переход года есть, то есть год уже начался, 26 здесь, но для вас он еще 25, понимаете? И с 13.12 по 13.01, то есть середина декабря и до середины января, соответственно, у вас шла карта императрицы. Императрица — это карта хозяйственности, это карта женственности, это карта вот такой вот хранительницы семейного очага. То есть вот знаете, как вот собрать всю семью там на праздники, на Новый год всем вместе, вот при этом бегать, кружиться вокруг них, там организовать этот уют, это благополучие, да, вокруг. То есть быть такой хорошей, радушной хозяйкой, за всеми уследить, всем помочь, не знаю, всех обнять, всех накормить. Вот знаете, вот об этом эта императрица. Она о проявлении вот этих женских качеств, может быть, материнских качеств, то есть вот чего-то связанного с вот такой вот женственностью, заботой, вниманием. Более того, у кого-то даже по этой карте может быть какие-то вопросы, касающиеся беременности, детей, родов, да, то есть вот чего-то связанного с продолжением рода и с деторождением. Вообще, может быть, даже и с каким-то развитием там дела какого-то, проекта в работе, когда вы можете как выращивать что-то, потому что императрица, она дает рост. То есть вы можете здесь, это, я не знаю, это период праздника, вряд ли вы здесь какой-то новый проект начали, там новый бизнес начали, да, хотя если бы начали, то он бы имел хороший рост. Но здесь, я думаю, больше вот этот период праздников, проявления, тем более мы для женщины смотрим, для девушки мы смотрим. Для девушки здесь больше вот умение, знаете, за другими посмотреть, показать любовь, нежность, ласку, заботу. И при этом императрица и за собой любимой тоже посмотреть, потому что императрица, она умеет себя украсить, она умеет пойти в салон, когда ей нужно, да, быть красивой в этот период. То есть вот как-то максимально обратить внимание на свою внешность, на там свой стиль, свою одежду, свою прическу, на вот эти вот вещи все по императрице. То есть больше внимания к себе любимой, больше ухода к себе и проявление вот этой женственности. Дальше с 13.01, соответственно, вот он, с 13.01 по 13.02. Помним, что 2026 год, он уже идет, но для вас он еще 25-й. Дальше у вас здесь идет карта императора. И карта императора, вот так она по порядку идет, как путь, да, путь шута или путь дурака. Дальше идет карта императора. Карта императора — это карта такого влиятельного человека. Это карта человека, который превосходит в чем-то других или чувствует превосходство свое. Может быть, проявляет себя как лидер амбициозный, как авторитетный человек, авторитетная личность. И здесь либо вы общались с таким человеком, то есть с 13.01 по 13.02, то есть середина января, середина февраля, вот этот кусок. Соответственно, для вас это может быть либо общение с таким человеком, начальник, муж, не знаю, ребенок для вас, если он для вас такой вот властный какой-то, влиятельный и решительный, да, может быть, здесь это карта Овна, может быть, человек знакомен, может быть, по императору здесь вы проявляли такие качества, как человек, который управляет своей жизнью, который принимает решения, как лучше, как сделать, да, который очень такой вот амбициозный, авторитетный, соответственно, да, и в своей жизни занимается планированием. Вот он, император, то есть такой достаточно
серьезный период. Может быть, вы после праздников здесь вышли, не знаю, на работу, или вот серьезно за какое-то вот дело взялись, поэтому вы могли проявлять эти качества императора, соответственно. Затем у вас с 13.02, вот он, 13.02 по 13.03, то есть с середины февраля до середины марта у вас идет уже дальше аркан следующий, это... Где же он? Это Иерофант. Вот он, пятый. Пятый — это Иерофант. И сейчас, секундочку. Так, сейчас, секунду. Я вам сказала неправильно, убираем его. И смотрите, я сразу же, я ошибку свою признаю, исправляю. Я просто, видите, по порядку шла. Шла по порядку. Мы там были, когда на императрице. Да, вот здесь вот у нас была императрица, начиная с 13.12 по 13.01 была императрица. Здесь я рассказывала вам про вот этого императора. Вот. Меняю все. Смотрите. Убираем. Вот с 13.01 по 13.02, простите, ошиблась. Вот прям ошиблась. Не про императора здесь речь. Вы извините, что я вот это вот вам голову сейчас заморочу. Я здесь считала, да, я посмотрела, у меня в почте список, вот список этих периодов ваших. У меня написано с 13.12 по 13.01, да, соответственно, императрица. А затем с 13.01 по 13.02 я посчитала умеренность. Он, видите, он идет по-другому, он не совсем подряд идет, этот путь у вас. Карта умеренность, то есть карта баланса. Баланса. Видите? Я путаю вас, а я вам чуть императора сюда не втюхала. Не император здесь у вас здесь умеренность, баланс, равновесие, попытка прийти к равновесию, наоборот, да, то есть здесь не про контроль, не про гиперконтроль, здесь наоборот про попытку найти компромисс. Про необходимость находить компромисс и баланс душевный, внутреннее равновесие, которое вам здесь будет очень важно. То есть какие-то доверительные отношения с людьми выстраивать, умение договариваться, умение сохранять дружеские отношения, умение сохранять эту гармонию, сохранять баланс. А я вам рассказываю тут про императора. Господи, Боже мой. Простите меня, пожалуйста. В общем, с 13.01 по 13.02 у вас все-таки здесь идет карта умеренность. Затем после умеренности, после карты умеренность, у вас, соответственно, идет следующая карта. С 13.02 по 13.03 я буду смотреть теперь внимательно на свой MacBook, чтобы не пропустить эту дату, потому что, ну вот видите, я шла по порядку, как идет путь дурака. Не по порядку, здесь он у вас перескакивает. То есть у вас вот этот перескок, он здесь есть в этом периоде. После императрицы сразу умеренность. Потом с 13.02 по 13.03, то есть с середины февраля до середины марта, у вас идет карта дьявола. И вот здесь вот интересно, потому что дьявол — это какие-то в краткосрочной перспективе какие-то вещи, когда вот вы чего-то сильно желали, хотели, вы можете это получить. Могли получить что-то вот такое вот с 13.02 по 13.03, соответственно, по дьяволу какие-то вот такие желаемые вещи, которые могли вас искушать и которые могли как-то потешить ваше там тщеславие, самолюбие, эгоизм. Но при этом вы могли также сталкиваться с каким-то садизмом, эгоизмом со стороны окружающих людей или с какой-то попыткой манипулировать вами, или вы кем-то пытались манипулировать, или здесь какая-то, может речь идти о какой-то привязанности, аддикции к другому человеку или какой-то ситуации, которая для вас, может быть, была токсичной. То есть здесь нужно быть внимательнее. И вот по дьяволу здесь какие-то могли быть, может быть, и не самые хорошие события. То есть где-то кто-то пытался кем-то управлять, манипулировать, возможно. Поэтому нужно быть осторожнее. Какие-то зависимости тоже вот могли бы, или какие-то ситуации негативные, негативно влияющие на вас, они могли здесь давать о себе знать. Затем с 13.03, да, давайте смотрим, по 13.04, то есть с середины марта до середины апреля. Я теперь сверяю полностью со своей записью, что у меня там написано.
Да, просто чтобы вы понимали, да, вот у меня тут MacBook, я с него читаю, с него смотрю. И вот я могу сказать, что ну, вот, на самом деле, да, ошиблась. Ну, давайте посмотрим. Дальше у вас после карты дьявола идет башня. И вот здесь вот, да, оно действительно идет по порядку. Дальше карта башня. И вот здесь вот, внимание, здесь могли быть какие-то моменты негативные. То есть вот с 13.03 по 13.04, соответственно, да, то есть по 13 апреля, вот в этот период могли быть какие-то события по башне, либо разрушительные, либо какие-то неприятные для вас, либо травмирующие, либо, ну не дай бог, да, со здоровьем, либо травмирующие психологически, ментально, то есть или что-то произошло вот внезапно, как удар молнии здесь, то есть какая-то новость или какая-то ситуация, да, с кем-то из вашего окружения. Для вас это как вот что-то внезапное, да, неожиданное, и вы это могли прожить как полный крах, да, вот как так могло случиться. Также здесь могло быть и прозрение, мол, узнав какую-то информацию, вы подумали: ого, ничего себе, да, а я и не думала или не думала, что так было, потому что мы смотрим для девушки. То есть здесь какие-то вот такие вот, ну, так как травмирующие события, психологические или физические, не знаю, но здесь вот карта башни у вас выпадает. Можете написать мне потом, что здесь имеется в виду. Может быть, что-то не так я говорю, потому что, ну по крайней мере, с тем, что я считала, это соответствует этим расчетам. То есть, вот, да, хотя еще раз, простите, что я вам там того императора втюхивала после императрицы. Нет. То есть после императрицы у вас действительно умеренность, после умеренности дьявол, потом карта башня с 13.03 по 13.04. Затем следующий у вас месяц, да, если так можно сказать, с 13.04 по 13.05, то есть до середины мая у вас идет по 13.05 идет карта звезда. И вот звезда, она о том, что вот после периода разрушения и башни идет какое-то как улучшение, просветление. Как знаете, темная полоса, белая полоса. То есть здесь какое-то было улучшение после вот этого вот марта, начала апреля. Здесь вот начиная с середины апреля до середины мая есть по карте звезда как будто бы восстановление, появление новой надежды, каких-то целей, которые хочется реализовывать. Там, не знаю, если была какая-то травмирующая ситуация вот в этот период, то вы здесь восстанавливаетесь, ставите новые цели, новые горизонты видите. Вы вдохновляете себя какими-то новыми идеями, новыми задачами. Вы с позитивом смотрите в будущее и вдохновляетесь тем будущим, которое вас ожидает. То есть здесь больше духовности, больше роста, больше какого-то вот такого вот, больше надежды на лучшее будущее, скажем, по карте звезда. Следующий период у вас, соответственно, это период с 13.05, ой, 05 давайте, по 13.06. Так, и здесь вот, если смотреть с 13.05 по 13.06, то есть до середины июня, это уже период, который прошел, да, у вас была карта Луна. И карта Луна, здесь аркан Луны, он, соответственно, опять-таки показывает, что в этот период, середина мая, середина июня, могла быть какая-то неопределенность, неточность, вот что-то могло быть очень смутно, непонятно, зыбко. И по карте Луна здесь либо были какие-то страхи, переживания, неуверенность в том, что что-то может получиться, может быть, какие-то ситуации, где вы кому-то не доверяли или боялись обмана, а может быть и карта, показывающая мечту, да, там была карта звезда, потом Луна, то есть надежда на лучшее, мечты, какие-то планы ваши, но опять-таки здесь как неопределенность по карте Луна, неопределенность, получится ли их осуществить, то есть по Луне все-таки что-то такое достаточно смутное. Затем с 13.06, вот здесь вот, 13.06 по 13.07, то есть это период, который уже сейчас есть, правильно? Это вот сейчас у нас 21 июня, да, а это начался период 13 июня, и он по 13 июля будет. И это период, который будет соответствовать, и он соответствует уже, потому что он уже начался, он соответствует Солнцу. А Солнце это классно, да, Солнце это то, что очень теплое, светит, нас радует, это все, что касается радостных событий, счастливых, процветания как такового в вашей жизни и очень четкого, ясного видения ситуации, когда вы видите ясно и понимаете ясно происходящие вещи, когда вот, знаете, вот как Луна была, да, вот до этого была Луна,
было как-то все зыбко, непонятно, все было смутно. И вот знаете, как ночь, да, вот была ночь, наступил день, утро, вышло солнце, все стало как-то более четко видно для вас, понятнее вам стало, понятнее стали дальнейшие цели, задачи или то, что вокруг вашей жизни происходит в конце концов, либо просто стали появляться больше каких-то радостных событий, позитивных каких-то изменений, которые вас просто радуют, да, и делают вас счастливыми. Вот она, карта Солнца, которая здесь есть. Карта Льва, да, карта Льва здесь. Дальше идет следующий период. У вас период с 13.07, соответственно, по 13.08. И это период, который у вас будет ознаменован картой, сейчас, секундочку, карты страшного суда. Сейчас мы смотрим. Страшный суд. Страшный суд — это не прям что-то страшное. Это просто период, когда могут происходить какие-то вещи, которые имеют повторяемость, цикличность. Это период, когда могут напоминать о себе какие-то люди из прошлого или ситуации из прошлого. Это период, когда вы можете перерождаться и менять свое отношение к каким-то вещам или делать какой-то важный выбор. Когда вы, делая здесь выбор, столкнетесь с тем, что это кардинально может менять там вашу жизнь, допустим, каким-то образом. То есть завершать один этап и давать начало новому этапу. Но и в целом страшный суд — это успех, и это получение результатов своих там трудов, своих усилий. То есть получить по заслугам, по страшному суду. Главное, чтобы эти заслуги были правильными, чтобы они действительно вам в плюс шли, чтобы не было так, что, ну, что, знаете, некоторые там негативные какие-то поступки совершают, а потом разгребают последствия. Вот, надеюсь, здесь у вас хорошие последствия, да, чего-то хорошего, что вы сделали, вы можете здесь получить, как собрать урожай, да, то есть по страшному суду это получение урожая, это получить то, ради чего вы работали или что вы делали, то есть вы здесь вот как будто бы успешны в целом в этот период. Это карта успеха. Страшный суд — это карта успеха. Следующий период у вас с 13.08 по 13.09, соответственно. И с 13.08 по 13.09, то есть 2026 года, то есть этого года уже, соответственно, у вас идет, сейчас я посмотрю, карта Мир. Да, вот она, карта Мир. И эта карта Мир, которая у вас здесь идет, соответственно, да, она показывает, опять-таки, триумф, успех, успешные события, какие-то важные достижения для вас. Кто-то из вас, может быть, вот у кого карта Мир, да, и у вас непосредственно, да, у этой девушки, которая вот сейчас смотрит этот разбор, возможно, в этот период вы там куда-то едете, или вы здесь куда-то поехали, соответственно, может быть, вы оттуда возвращаетесь, карта Мир, то есть какие-то поездки, которые могли быть, если у вас там отпуск, допустим. То есть в целом ощущение триумфа, ощущение радости, тоже победы, каких-то хороших, радостных для вас моментов, может быть, чего-то, что связано с миром вокруг вас, или кто-то, кто приезжает к вам издалека, поэтому карта Мир, или с кем-то вы общаетесь на расстоянии, или вы здесь как-то по миру, мир — это расширение, это умение расширить там свои границы или свое видение, знакомитесь с кем-то, кто живет на расстоянии, или опять-таки вот как даете узнать о себе другим людям, то есть вот опять-таки по карте Мир как расширение, или в чем-то как будто бы чувствуете успех, результат хороший, опять-таки здесь лавровый венок, то есть чувство победы, успеха, успешности, которое с этим периодом, с этим миром здесь сопряжено для вас. Вот он, собственно, да, этот период для вас. И дальше у вас идет уже 13 сентября 2026 года, и дальше уже, соответственно, идет следующие арканы. И они, кстати, могут у вас быть другими, они меняются, потому что у вас дальше идет, я вот сейчас даже так скажу, то есть начиная уже с 13, сейчас я так, уже 13.09 по 13.10 2026 года. То есть это 25-й еще считает, да? А здесь он для вас заканчивается и начинается для вас новый цикл, новый период. То есть вот именно вот в этот уже кусочек. Здесь у вас уже будет важным, главным арканом года будет аркан умеренность. То есть после этого аркана идет аркан умеренность. И аркан умеренность, если мы говорим именно про этот период, да, сейчас я вам посчитаю, сейчас, секундочку. Это маг будет у вас.
это будет тоже маг. То есть у вас будет здесь период вот этого вот, период мага. Сейчас, секундочку, где он? Я просто не рассчитывала для вас дальше. Ну вот, то есть здесь будет маг. Маг, алхимик, человек, который умеет здесь творить, создавать, созидать. То есть у вас уже, по сути, эта карта, она уже была, я про нее рассказывала. Только была она у вас не в начале, вот, по-моему, вот здесь с 13.10 по 13.11. То есть у вас вот этот период, который был вот здесь, вот, этот период будет похож на вот этот период, который будет с 13.09 до 13.10.26 года уже. Давайте посмотрим дальше, что еще здесь у нас есть. У нас есть еще такой интересный момент. Я обычно останавливаюсь и делаю акцент еще на матрице судьбы, но очень-очень коротко по матрице судьбы. То, что мы можем вам сказать здесь и сейчас. В целом, по матрице судьбы, если говорить, то у вас, сейчас, секундочку, если говорить по матрице судьбы, сейчас я... Так. По матрице судьбы у вас главной энергией, да, то есть вашей, сейчас я покажу, я очень-очень коротко. Главной энергией у вас является девятка. Главная энергия девятка. Девятка — это энергия, которая у вас есть в центре, да, матрицы. И в целом она у вас очень часто повторяется. Девятка — это карта отшельника. Она говорит о том, что для вас будут, в принципе, да, актуальны такие энергии для этой девушки, как мудрость, накопленный опыт, который символизирует отшельник, стремление к знаниям как таковым в целом, потому что отшельник, он умный, да, это старец, это мудрец, это умение не только свои знания, да, накапливать как-то, но и обучать, консультировать других, возможно. Также это интерес к психологии, к эзотерике, к духовным практикам. Вот он здесь идет с этим фонарем, ищет свой свет впереди, перед собой, несет этот фонарь. И также, прямо очень-очень актуально, периодически уходить в уединение. То есть как желание побыть в одиночестве. У мужчин это, там, не знаю, на рыбалку поехать и отдохнуть от семьи. У женщин это может быть, ну не знаю, ну села книжку почитать. Вот чтобы просто никто не трогал, чтобы никто не мешал. Или пошла сама в парк, взяла чашку кофе, просто полчаса, час походить. Просто чтобы никто... Вот как необходимость уединиться, она для вас вот важна. Именно по отшельнику, и у вас там появляется очень часто повторение 9, 9, 18. То есть это сочетание, которое говорит про человека, который прям вот хочет иногда убежать в себя, вот в это свое внутреннее состояние глубокое, чтобы в своей интуиции покопаться, чтобы разобраться в своих мыслях. Поэтому вот для вас действительно сильными сторонами будут такие, как интуиция, интуитивность, способность видеть причины происходящего, потому что вы их как бы вглубь заглядываете, видите, вы глубже понимаете людей, но при этом окружающие могут говорить, что вы как будто бы немножечко замкнуты, или вы как будто иногда сторонитесь их, или вам хочется побыть в одиночестве, это кому-то может не совсем нравиться. Может быть, вы здесь любите, знаете, как делать что-то самостоятельно, какие-то вещи. То есть вот по отшельнику я сам или сама я выполню эту работу, да, вот лучше меня эту работу никто не выполнит. Вот такое вот поведение. Или там в бытовом каком-то, да, дома, вот я лучше это сделаю, я лучше это приготовлю, или я лучше там вот эту там работу выполню, потому что я ее сделаю лучше, да. То есть вот как привычка все делать самостоятельно, она может присутствовать. И также вот из-за этого как завышенное требование к себе. Потому что если я это делаю, то я это должна сделать лучше, да. Но также и требования к другим завышено. То есть если уж ты делаешь эту работу, да, если я тебе ее доверяю, то ты уже должен сделать ее прям максимально хорошо. То есть прям завышенное требование здесь к окружающим, оно может присутствовать. Кроме того, вот эта карта смерти, которая я уже говорила, вам показывала, 13-й аркан, он действительно у вас присутствует, он как визитная карточка для вас. Он показывает то, что, собственно, да, вы умеете легко какие-то вещи закрывать, с чем-то расставаться, с чем-то прощаться, что вам, возможно, не подходит. И там, где кто-то видит трагедию, вы не видите трагедию, вы видите новое начало, понимая, что, ага, если одна дверь закрывается, я ее закрою, открою другую. То есть у вас это качество, оно как будто бы вот врожденное, оно присутствует, есть, и это хорошо, это замечательно. Более того, кроме того, можно говорить также о том, что
о том, что сейчас, секундочку, о том, что у вас есть еще сейчас. Я просто хочу открыть еще кармический хвост, да, так называемую кармическую программу. Можно говорить о том, что сейчас, секунду. Так, сейчас у вас есть такой кармический хвост. Сейчас я открываю просто запись опять. Ой, как медленно оно грузится у меня. Так, кармический хвост, который я у вас выписывала, я говорила, что там есть повторение 9, 9, 18. Вот я прям с этого продолжу. 9, 9, 18. Кармический хвост. Кармический хвост. Что такое кармический хвост? Это то, что есть в минусе изначально. То есть это то, что вы тянете со своих прошлых воплощений, да, как от предков, от того, что было раньше там у вас, или в вашем воплощении непосредственно, даже я бы так сказала, это не от предков, это ваше воплощение в прошлом. И это кармический хвост ваш. Он называется маг, этот кармический хвост. Да, и он говорит о том, что, давайте я его достану, 9, 9, 18, вот отшельника вам достану, чтобы вы понимали просто, как он выглядит. И нам нужна еще карта отшельника в другой колоде, чтобы просто было понимание, что это три цифры, да, потому что так будет нагляднее, понятнее. То есть у нас есть отшельник 2 раза, который повторяется. Вот он, отшельник, да, 2 раза. Есть карта Луны, собственно. И если мы говорим о этом кармическом, хвосте, сейчас, секунду. То можно говорить о том, что вы по этой... Сейчас я его просто поищу. Можно говорить, что вы по этой программе сейчас, секунду. Очень часто хотели, допустим, уходить в себя, секундочку.